Вас приветствует канал Climate Change, который вещает о будоражащих сознание климатических новостях, поступающих из разных уголков нашей планеты. В наших выпусках вы узнаете о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях в мире. Начнем. На итальянском острове Сардиния, юге Франции и в Испании бушуют пожары, которые уничтожили сотни гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Часть местных жителей была вынуждена покинуть свои дома. Пожары на западе итальянского острова Сардиния привели к тому, что около 400 местных жителей были вынуждены эвакуироваться в ночь на воскресенье 25 июля. Некоторые жители смогли утром в воскресенье вернуться в свои дома, когда ситуация несколько нормализовалась. Масштабные пожары разрушали поля с субботы 24 июля. Огонь охватил несколько тысяч гектаров угодий. Также повреждены дома. Итальянская аграрная ассоциация говорит о катастрофе и значительном ущербе для сельского хозяйства. Между тем, власти Италии обратились к другим странам ЕС с просьбой оказать помощь в тушении пожаров, в том числе в пожарную авиацию. На юге Франции между Нарбонном и Каркассоном в тушении лесных пожаров сейчас задействовано около 1000 пожарных бригад. По данным министра внутренних дел Франции, на юге страны для тушения пожаров используются также самолеты. Огонь охватил около 8 квадратных километров. Между тем, на северо-востоке Испании, в 100 километрах к западу от Барселоны, лесной пожар вышел из-под контроля. Пламя повредило 1100 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий. Есть риск того, что ветер еще больше распространит огонь. Бороться с пожарами помогает также испанская армия. Около 80 человек были вынуждены покинуть свои дома. В Украине, как и во всем мире, растет число стихийных явлений на фоне изменения климата. Нанесен значительный ущерб от воздействия таких стихийных метеорологических явлений, как интенсивные ливни, грозы, град, шквальный ветер, смерчи, резкие заморозки, гололед, метели и тому подобное. Так, в августе 2016 года в Одессе натворили бед очень сильный дождь со шквальным ветром. Всего за 4 часа выпало более 90 мм осадков, а скорость ветра достигала 29 метров в секунду. В результате были обесточены жилые дома, повалены деревья, нарушено движение транспорта и затоплена часть города. В июне 2020 года всего за пару дней на Ивано-Франковщине обрушилось до 168 мм осадков, что повлекло за собой катастрофические паводки. Погибли 3 человека, было подтоплено 250 населенных пунктов, а также сельскохозяйственные угодья. Разрушены хозяйственные объекты, в том числе автодороги, мосты и берегоукрепления. В июле 2017 года смерч в городе Перещепино и городе Кривой Рог в Днепропетровской области повредили кровли 81 жилого дома и 12 хозяйственных сооружений, а также повалил деревья. В сентябре 2017 года в Винницкой и Житомирской областях выпал град размером с куриное яйцо, в результате чего были повреждены кровли частных домовладений, объектов социально-бытовой сферы, посевы сельхозкультуры. Согласно данным Гидрометеорологической службы Украины, в стране на протяжении 2011 по 2020 годы было зафиксировано 2752 случая стихийных метеорологических явлений. За последние десятилетия наблюдается значительное количество случаев дождя, ветра и снега, достигших критерия стихийного явления. Песчаная буря в американском штате Юта привела к столкновению по меньшей мере 20 машин. Дорожный патруль штата сообщает о как минимум 8 погибших. Сильный ветер поднял в воздух тучи песка, что значительно ухудшило видимость на трассе Л-15. В итоге это привело к аварии множества автомобилей. Сильный град остановил движение на одной из главных автомагистралей на севере Италии. В результате бомбардировки несколько человек получили ранения и были разбиты окна автомобилей. Шторм, накрывший северные районы Италии,
затронул часть дороги, соединяющей Милан с Неаполем. Под сильный град попали сотни автомобилей, в результате чего водители остановились у обочины дороги, а власти на короткое время закрыли часть автомагистрали. Были отсняты видео, показывающие автомобили с разбитыми лобовыми стеклами, остановившиеся на дороге во время шторма. Несколько человек получили травмы, преимущественно осколками стекла от треснувшего лобового стекла. Однако все обошлось без серьезных ранений. В небе над Норвегией 25 июля взорвался большой метеорит. Вспышка осветила все ночное небо так, будто на несколько секунд наступил день. Скорость падения достигала до 20 км в секунду. Обломки развалившегося метеорита упали в лес в 60 километрах от Осло. Так много фильмов было снято про странные события после падения метеорита и сверхспособности тех, кто оказался рядом. Конечно, мы хорошо понимаем, что это все фантастика, но все-таки удавалось ли вам оказаться рядом с местом падения метеорита или его сгорания в атмосфере? Расскажите об этом в комментариях. И считаете ли вы, что однажды динозавры действительно погибли от огромного метеорита? В Патагонии, в южной части Аргентины, вода в лагуне Корфа приобрела неестественный ярко-розовый цвет. Эксперты и экоактивисты заявляют о загрязнении воды химическими веществами, используемыми для консервирования креветок, которые отправляются на экспорт. По словам специалистов, яркий цвет вызван сульфитом натрия, антибактериальным веществом, применяемым на рыбных заводах. Отходы одного из предприятий попали в реку Чубут, которая впадает в лагуну. По закону отходы следует обрабатывать перед сбросом в воду. Местные жители жаловались на неприятный запах, идущий от водоема, а также на другие проблемы с окружающей средой вокруг лагуны. Власти экологического контроля провинции Чубут заявляют, что необычный цвет воды не причинит вреда экосистеме и исчезнет через несколько дней. Но жители близлежащих городов выразили протест против сброса в воду загрязняющих веществ, перекрыв дорогу к лагуне Корфа. Под некоторыми видео мы заметили ненавистные, злорадствующие комментарии по поводу стихийных бедствий в той или иной стране, с формулировкой типа «так им и надо». И, честно признаться, очень грустно читать подобное. Ведь, по сути, какую бы политику ни вела власть той или иной страны, от стихийных бедствий в основном страдают обычные граждане, такие же люди, как вы. Никто из нас не застрахован от удара стихии. Поэтому, учитывая тяжелые времена для жителей Земли, нужно проявлять сострадание к пострадавшим. Ведь кто знает, возможно, завтра мы также будем в нем нуждаться. Пожалуйста, не будьте равнодушными к окружающим, ведь все мы жители одной планеты, и в той или иной степени дети одних и тех же людей. И на этом выпуск подошел к завершению. Если у вас есть интересные новости о климате или видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Берегите себя.